Всем большой привет! Меня зовут Лада, и добро пожаловать на YouTube-канал «Любимое дело». Очень часто и в комментариях, и на трансляциях в соцсетях меня спрашивают, как я рассчитываю количество трубочек на изделие. Таких вопросов поступает мне очень много, и я решила снять все-таки отдельное видео на эту тему, где всех буду отсылать сюда. Есть ли какая-нибудь у меня формула для расчета? Сразу скажу, что формулы у меня такой нет. Поначалу я все рассчитывала на глаз, это у меня неплохо получается. А потом выявила для себя следующую схему, которую рассказываю в этом видео. И, конечно, это мой опыт. Я слышала, что есть некоторые специальные таблицы, формулы, схемы, расчеты прям точные по расчету количества трубочек на изделие. Я такими таблицами не пользуюсь. Мне нравится мой метод. Да, конечно, он не такой точный, но тем не менее он мне доставляет некое удовольствие, поэтому пользуюсь им. Ну и так как тот расчет, которым я поделюсь в этом видео, он является не совсем таким точным, то я думаю, что он не подойдет тем, кто плетет в режиме нон-стоп на заказ или на продажу, потому что там все-таки требуются более точные расчеты количества труб, чтобы не было больших остатков после изделия. Вот, поэтому таким людям лучше воспользоваться более точными таблицами, формулами по расчету количества трубочек. Ну а для тех, у кого плетение это как хобби, как любимое дело между делом, кому даже в кайф иногда чуть побольше покрасить и собирать остатки трубочек разноцветных для плетения еще какого-нибудь интересного изделия, то такой метод, мне кажется, понравится. Ну, я очень надеюсь, по крайней мере, на это. Обязательно свои отзывы пишите в комментариях. Ну и приступаем. К примеру, мне нужно посчитать количество труб, которые у меня уйдет на плетение вот такого короба. Размеры короба следующие. Длина 50 сантиметров, ширина 40 сантиметров, высота 30 сантиметров. Первое, что я делаю, вычисляю периметр прямоугольного короба по нехитрой формуле. Получаю 180 сантиметров. То есть периметр этого короба у меня 180 сантиметров. Далее я решаю следующие вопросы, которые мне помогут в будущих расчетах. Во-первых, какие у меня будут стойки? Одинарные, двойные или тройные? Здесь важно учитывать, что двойные, тройные стойки, они имеют свою толщину. То есть, например, двойные стойки это уже 0,7 сантиметров. Тройные стойки уже будут равны по толщине 1 сантиметру. Все это нужно учитывать. Следующий момент. На каком расстоянии стойки будут располагаться друг к другу? 2 сантиметра, 2,5 или 3 сантиметра. Все это нужно записать. Ну, по крайней мере, я всегда это себе записываю. Далее записываю длину трубочки, моей трубочки, которая у меня идет без скрутки, потому что скрутку я в любом случае срезаю. Длина трубочки у меня 30 сантиметров. Ну а со скруткой длина трубочки у меня 35 сантиметров. То есть это не показатель, что скрутка у меня равна 5 сантиметрам, но это показатель, что в среднем я срезаю именно 5 сантиметров. Ну, 3-5 сантиметров. Также я заранее определяюсь, какими узорами я собираюсь плести короб. Это тоже влияет на дальнейший расчет. Либо записываю себе узоры, какие буду использовать, либо держу это в голове. И приступаю к самим расчетам. Итак, первая цифра у нас уже есть, это периметр. Далее отмечаю, какое у меня расстояние между стойками, толщина одной стойки. У меня будут двойные стойки, поэтому толстые двойные стойки, поэтому здесь толщина где-то 1 сантиметр. И от этого расстояния между стойками я немного увеличиваю. То есть не 2 сантиметра беру, а 2,5. Потому что 0,5 сантиметров это как раз идет на толщину стойки. Соответственно, 180 я делю на 2,5, получаю 72. Это 72 отметки, где будут располагаться стойки. Соответственно, если одинарные стойки мы берем, то это 72 штуки, ну плюс-минус. А у меня двойные, поэтому 72 я умножаю на 2, получаю 144 стойки. Длина каждой стойки у меня 30 сантиметров. Высота короба у меня также 30 сантиметров. Получается, вот я до верха доплету, мне там нужно будет делать загибку.
как раз мне длины стойки хватит на высоту короба. Может, там 1 сантиметр лишний срежется, потом будет загибка. Поэтому на загибку я буду брать уже отдельные трубочки. Буду вставлять двойные, обрежу, вставлю одинарные. Это еще 72 стойки. И всего стоек у меня на короб уйдет. Значит, считаю 144 плюс 72. Получаю 216 стоек. 216 трубочек. Первый расчет получен. Так, следующий расчет у нас идет уже на плетение самих стенок короба. Итак, я решила, что у меня первые пару рядов идут плетением веревочки в 3 трубочки. Записываю. Веревочка в 3 трубочки, 2 ряда. Потом у меня идет плетение одинарным ситцем. Ситец. Позже посчитаем, сколько рядов. И далее вверх у меня пойдет тоже веревочка в 3, тоже 2 ряда, потом загибка. Итак, плетение веревочкой в 3 трубочки. Нам известен периметр, от него мы отталкиваемся 180 сантиметров. Нам нужно понять, сколько рабочих трубочек у нас уйдет в периметр в один ряд. Это следующим образом посчитаем. Ну, длина каждой трубочки у нас 30 сантиметров, мы помним, что без скрутки. 180 делим на длину трубочки, на 30. И получаем число 6. Это количество труб, которые у нас уходят в один ряд. Но так как мы плетем веревочкой в 3 трубочки, поэтому мы это количество умножаем на 3. И получаем число. Так. Сотрем лишнее. И получаем число. Это количество труб, которые у нас уйдут при плетении веревочкой в 3 трубочки в одном ряду. Это трубочки в одном ряду. Нам нужно таких сплести 2 ряда. Поэтому 18 я умножаю на 2. Получаю 36. 36. Мы знаем, сколько здесь будет у нас трубочек, знаем, сколько здесь будет трубочек. Считаем ситец. Да, еще обращу внимание, обязательно нужно посчитать высоту плетеного ряда. То есть вот у меня один ряд веревочкой в 3 трубочки равен по высоте 1,5 сантиметра. А 2 ряда веревочкой в 3 трубочки у меня равно 3 сантиметра по высоте. Получается, а если у меня сначала 2 ряда веревочкой в 3 трубочки идут, потом в конце я еще 2 ряда таким же узором проплету, то 6 сантиметров у меня уже проплетено будет из общей высоты короба. И мне останется проплести еще 24 сантиметра. Как я узнала, 30 минус 6. 24 сантиметра. То есть ситцем я плету 24 сантиметра. Здесь такой момент. Я плету одинарным ситцем. А одинарный ситец у меня в 1 сантиметре у меня помещается где-то 2 ряда. Но здесь у меня еще и трубочки такие тонкие достаточно, ну, средней толщины, то есть на короб я, наверное, возьму потолще. Поэтому вот полноценный сантиметр он и будет здесь. То есть 1 сантиметр вмещает в себя 2 ряда ситцем. Получается 24 сантиметра я умножаю на 2. Значит, мне нужно ситцем проплести 48 рядов. Помним, что в одном ряду у нас помещается 6 рабочих труб. Получается 48, ну так как у нас одинарный ситец, да, плетется одной трубочкой вдогонку при четном количестве стоек, но тем не менее у нас 6 мы умножаем на количество рядов. То есть количество рабочих трубочек в одном ряду мы умножаем на количество плетеных рядов узором ситец одинарный.
у нас получается 6 на 48, 288 труб при плетении ситцем. Единственное, что я не учла, то есть если мы с вами уже узоры проплетем вот эти все, то у нас уже будет по высоте короб 30 сантиметров. Ну а соответственно загибка сделает его чуть выше. Если это принципиально, то мы вычисляем, да, что загибка приблизительно у нас по высоте идет 1 сантиметр, и просто убираем один ряд ситцем. Ну, соответственно, здесь у нас тоже цифра чуть-чуть поменяется в меньшую сторону, но это совершенно будет не очень сильно заметно. А теперь считаем общее количество труб. Здесь у меня уже отмечено, какие цифры посчитать. 216. Это количество стоек всего. И на загибку, и на стенке. 36. Это количество трубочек, которое у нас уйдет на плетение веревочкой в 3 трубочки. Вот эти все 4 ряда. И 288. Это у нас количество труб на плетение ситцем. Так, мы получаем всего 360 труб. Я всегда округляю до большего числа. То есть вот 360 я люблю округлять до 400. Либо беру в запасик, например, трубочек 50. Ну, здесь можно 400 покрасить. И здесь я посчитала все это дело без учета донышка. То есть обычно на такие большие короба берется деревянное донышко фанерное, либо там, может, картонное донышко, если фанеры нет. На плетеное донышко идут очень похожие расчеты. Сейчас я покажу расчет для количества труб, которые я применяю для плетения донышка или крышки. Тут принцип один и тот же. Для начала нам нужно определиться с размерами, какую хотим крышку или донышко сплести. Я всегда заранее рисую эскиз будущего донышка или крышки с размерами. Так мне нагляднее будет видно. Здесь я нарисовала вот такое донышко нужно сплести. Длина 30, ширина 19 сантиметров. И я буду плести его одинарным ситцем. Но здесь нам нужно с вами понять, какими трубочками мы плетем, во-первых, и толщину нашей трубочки. И сколько рядов у нас получается, сколько рядов ситцем у нас получается в 1 сантиметре. То есть, например, если я буду плести толстыми трубами, как, допустим, сундук или короб, то у меня в 1 сантиметре при плетении толстыми трубочками ситцем у меня получается 2 ряда. А если, например, я буду плести своими не толстыми, обычными тоненькими трубочками, то в 1 сантиметре у меня помещается 3 ряда ситцем. То есть при раскладе, если в 1 сантиметре у меня получается 3 ряда ситцем одинарными, то, допустим, я буду плести, ну вот с такого ракурса, вот здесь у меня стойки будут располагаться. Я буду плести туда-сюда, туда-сюда. Вот в таком положении, то мне нужно по высоте проплести как раз-таки 19 сантиметров. А это сколько рядов? Если толстые трубы, вот допустим здесь, да, 2 ряда, это толстые трубы, 2 ряда в 1 сантиметре, то 19 я умножаю на 2, получается 38. 38 рядов ситцем. А если у меня трубочки тоненькие, то есть 3 ряда помещаются в 1 сантиметре, то я 19 уже умножаю на 3. Получаю, соответственно, другую сумму. То есть здесь вам нужно посчитать толщину вашей трубочки и сколько в 1 сантиметре помещается рядов. Используют такие ваши трубочки. Далее рассчитываю уже общее количество труб, которое у меня уйдет на плетение крышки или донышка такого типа. Здесь я помню, что длина трубочки без скрутки у меня 30 сантиметров.
А здесь как раз идет 30 сантиметров. То есть вот целая трубочка у меня сюда будет помещаться. Да, конечно, какое-то количество сантиметров или миллиметров идет на виток, где-то примерно по 1 сантиметру прибавляем. Но тем не менее. Считаем количество труб. Допустим, я выбрала плести донышко толстыми трубочками. Это значит 38 рядов у меня. Так, пишу 38 рядов. И так как в одном ряду у меня помещается одна трубочка, то умножаю на 1. Получается 38 трубочек мне нужно. Ну, тут плюс-минус, соответственно, потому что, как я уже сказала, на витках у меня тоже прибавляется по 1 сантиметру. Соответственно, я бы сюда прибавила 10 трубочек к запасу. Так, плюс 10. И общее количество труб у меня получается 48 труб. Ну, всегда я округляю до 50. 50 труб это только на плетение вот этой основы. Конечно, здесь, если это донышко, то здесь у меня будет, соответственно, стойки. И здесь стойки. И здесь стойки. Соответственно, что вот эти стойки, которые идут по высоте 19 сантиметров, я умножаю на 2. Смотрю, на каком расстоянии идут стойки, считаю. Это все как в коробе. Получается, к этому 50 сантиметрам, к этому числу я прибавляю количество стоек, которые я уже посчитаю заранее. Плюс вот это количество стоек. И получу цифру, которая, соответственно, будет равна общему количеству трубочек, которое у меня уйдет не только на плетение вот этой основы, как для крышки, но и на вот эти стоечки тоже. Итак, с прямоугольными формами все вроде бы более-менее понятно. Если есть вопросы, обязательно в комментариях пишите, на все отвечу. По поводу круглых форм, круглых донышек в частности, здесь все расчеты у меня идут на глаз, потому что вообще с математикой я не очень дружу. А высчитывать там вот и площадь, там некоторые высчитывают и так далее, но, честно говоря, мне проще на глаз определить, тем более, что я уже много донышек проплела, у меня есть уже определенные расчеты, там записи, сколько у меня труб уходит, например, на донышко диаметром 10 сантиметров, 15, 20, 25 и так далее, и так далее. Соответственно, я к этим расчетам всегда возвращаюсь и смотрю. Здесь такое замечание скажу, что если, например, вы сплели донышко диаметром 10 сантиметров трубами, накрученными на спицу 1,2 мм, ширина полоски 9 сантиметров, у вас получилось количество труб 1 цифра. Но если вы такое же донышко сплетете другими трубами, то у вас уже получится другая цифра. И это тоже нужно учитывать. То есть все трубы разные, накрученные на разные спицы, ширину полоски мы берем разную иногда. Эти трубы все отличаются друг от друга. Это нужно знать. И при плетении вот таких донышек, крышек, ну, что я вот и говорила, да, при плетении таких коробов, каких-то корзиночек и так далее. Еще хочу добавить, допустим, в плетение, ну, в частности, этого короба, ну так, да, к примеру, вы хотите применить какой-нибудь объемный узор, но не знаете, сколько трубочек на него уйдет у вас. Я советую отдельно на каком-нибудь станке его проплести на всю длину вашей трубы. Вот у вас труба, допустим, как у меня 30 сантиметров без скрутки, вот на всю длину вашей трубы проплести этот узор и посмотреть, какой он идет по толщине, то есть, соответственно, сколько сантиметров его толщина вмещает и сколько трубочек у вас получилось. Например, на вот 30 сантиметрах. И, соответственно, уже зная периметр, вы можете все это дело рассчитать. И отмечу, что эти же самые расчеты по количеству труб подходят и для расчета корзин круглой формы. Все то же самое, там нужно вычислить периметр окружности или длину окружности
Есть определенные формулы, можно посмотреть в интернете. Соответственно, высота корзины и все. То же самое. По поводу и узоров, по поводу стоек. Ну, донышко понятно, загибка и так далее. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что мои такие, на мой взгляд, сумбурные объяснения вам были понятны. Но если что-то непонятное, есть вопросы, обязательно в комментариях под этим видео пишите их. Я на все с удовольствием отвечу. А если было понятно, пишите тоже об этом в комментариях. Я буду знать, что вам было все понятно. Еще раз повторюсь, что этот метод, если можно назвать это методом, вот эта схема расчета, она не совсем точная. Все-таки есть погрешность, бывает погрешность. Вот, поэтому я всегда крашу трубочки на изделие в запас, хотя бы сверху еще 50 трубочек. Ну, практика показывает, что остается не так уж, не скажу, что много и не скажу, что мало, но какое-то количество трубочек там всегда у меня остается, может 20, 30, 40 точно. Но вообще я очень рада, что у меня хотя бы остаются остатки, потому что из них можно плести вот такие яркие интересные корзиночки. Я желаю вам легкого плетения, творчества в кайф. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока.